Дождь не унимался над кладбищем Мейпл-Хилл, шелестя по деревьям и сбегая ручьями по отполированной крышке гроба. Лена Лоуренс стояла молча, сквозь пальцы стекали холодные капли. Ее черное платье прилипло к коже. Рядом Мия, 12-летняя дочь, сжала руку матери так крепко, будто только это и удерживало ее на ногах. Ветер трепал ее тонкие волосы. 3 дня назад Джек, муж, отец, друг, был жив. Теперь осталась только свежевырытая яма и дыра в сердце. Церемония закончилась. Молчаливые люди разошлись. Лена и Мия подъехали к своему дому. Щетки машины продолжали безуспешно смахивать дождь. Дом выглядел так же, как они оставили его утром. Свет на крыльце, забытый в спешке, контейнер с мусором у обочины, садовые перчатки Джека на перилах, где он оставил их в прошлые выходные. «Можно кофе, когда зайдем?» — спросила Мия голосом едва слышным. Лена выдавила улыбку. «С маршмеллоу, как всегда». Она потянулась за ключами, пальцы дрожали от холода. Вставила ключ — ничего. Повернула снова, замок не поддавался. «Что-то не так?» Мия прижалась ближе. Лена попыталась еще раз, слегка покачивая ключ. Безрезультатно. Она нахмурилась, заглянула в окно и застыла. Белые льняные занавески исчезли. Вместо них — тяжелые портьеры с кисточками, чуждые этому дому. А за ними в гостиной сидела Джулия Лоуренс, мать Джека, с чашкой в руке. Рядом Кейт, сестра Джека, раскладывала подушки. Обе были в трауре. Лена метнулась к звонку. Нажимала снова и снова. Когда звонок не дал результата, она начала колотить в дверь. «Почему они в нашем доме?» — спросила Мия, в ее голосе была тревога. Дверь приоткрылась. Джулия смотрела на Лену ровным взглядом. «Я думала, ты остановишься в гостинице», — сказала она. Лена растерялась. «Это наш дом. Мия промокла. Пожалуйста». Джулия на мгновение посмотрела на девочку, затем снова на Лену. «Прости, Лена. Этот дом больше не твой. Джек умер. Теперь он принадлежит семье, настоящей семье». «Мы и есть его семья», — сорвалось у Лены. «Я его жена, а Мия — его дочь. Ты была его женой. Без завещания дом переходит законным наследникам. Я его мать». Лена поняла, с ними обращаются как с незваными гостями. «Дом оформлен на нас обоих», — твердо сказала она. «Пустите нас, иначе я вызову полицию». Джулия лишь усмехнулась. «Ипотека оформлена на Джека. У меня есть документы. Ты просто была его женой, не собственницей». Лена больше не спорила. Она схватила дочь за руку и повела ее обратно к машине. «Мы вернем его. Этот дом — папина память», — прошептала она. Они приехали к миссис Хейс, пожилой соседке, которая часто помогала с Мией, особенно во время болезни Джека. Женщина встретила их с теплым пледом и горячим супом. «Джулия приходила еще до того, как Джека забрали в больницу», — призналась она. «Сказала, что помогает тебе с уборкой. Принесла коробки. Мне это показалось странным». На следующее утро Лена позвонила своей подруге из колледжа, юристу по недвижимости, Марисе. Выслушав рассказ, Мариса заверила: «Они не могут просто сменить замки. Ты супруга, ты жила в доме, платила, у тебя есть права, но мне нужны документы, договор ипотеки, документы о собственности». Лена вспомнила. Они были в кабинете Джека. Поздним вечером, когда Джулия и Кейт, вероятно, отдыхали, Лена вернулась на улицу. Дождь утих, но небо оставалось серым. Через задний двор она прошла к прачечной. Старый боковой замок все еще был неисправен. Она осторожно открыла дверь и проникла внутрь. В доме пахло иначе.
Цветочный освежитель заменил уютный запах кофе и дерева. Она пробралась к кабинету. Он был почти не тронут. На столе кружка с плесенью, неубранные бумаги. В ящике картотеки она нашла папки. Ипотека, налоги, застрахованные объекты. В документах ее имя. Рядом черная папка. Внутри нотариально заверенный контракт. В случае смерти Джека все переходит Лене. И письмо от него: «Мама может попытаться, защити Мию. Люблю вас, Джек». Слезы застилали глаза. Но в этот момент в комнату вошла Кейт и закричала: «Что ты тут делаешь? Как ты попала?» Лена поднялась. «Это мой дом. Я имею право». «Мама, она тут!» — закричала Кейт. Появилась Джулия. Лена не дрогнула. Она показала папку. «Этот дом записан на меня, и я уйду, но вернусь с адвокатом». В суде Джулия утверждала, что Джек был не в себе, что Лена манипулировала им. Но врачи, соседи, коллеги подтвердили — Джек был в здравом уме. Судья признала документы действительными. Дом вернулся Лене. Джулии и Кейт запретили приближаться к дому. Лена и Мия вернулись. На заднем дворе они начали создавать сад по зарисовкам Джека. Бархатцы, лаванду, клубнику — все, как он планировал. Сад стал их общим проектом, исцелением. Лена снова начала брать заказы на дизайн. Мия увлеклась садоводством. Дом наполнялся запахами, жизнью, голосами. Однажды пришло письмо. Джулия уехала во Флориду, но обещала вернуться и отобрать дом. Лена молча сожгла письмо, без злорадства. В день рождения Джека они устроили камерный вечер памяти для самых близких. В саду, окруженном яркими цветами, друзья и соседи собрались за длинным деревянным столом, укрытым белой скатертью. Лена сама испекла яблочный пирог, любимый десерт Джека. Звучала негромкая музыка, кто-то тихо смеялся, кто-то вытирал слезы. Мия в простом льняном платье ходила между гостями, показывая им клумбы, каждая из которых была связана с отцом. «Здесь будут бабочки. Папа так хотел. А это розмарин. Он говорил, что он для памяти». Когда последний гость ушел, вечер опустился на сад, окутывая его золотистым светом фонарей. Лена осталась одна. Она устроилась на деревянной скамейке у клумбы в форме кролика, положив на колени блокнот Джека. Его аккуратный почерк, наброски, комментарии казались живыми. Каждая линия — как шепот прошлого, как продленное прикосновение. Она подняла глаза. Над головой колыхались ветви яблони, тихо шелестели листья. Ветер обвивал плечи теплым дыханием. И вдруг тонкое движение над цветами. Небольшая бабочка, белая, почти светящаяся, пролетела над клумбой и исчезла в сумерках. Лена улыбнулась, смахнула слезу. Она знала. Джек здесь. В каждом лепестке, в каждой строчке его записей, в каждом вдохе их сада. И теперь они не просто пережили утрату. Они проросли сквозь нее, как бархатцы сквозь упрямую землю. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.